Так, ну очередной видос с этого понедельника. Утопия Шоу что-то выпустил новенькое. Это у нас рубрика Топ Секрет. Я обычно ее не смотрю, потому что, ну, по крайней мере, на реакциях, потому что очень длинные обычно видосы, до часа доходят, но этот вроде не очень длинный, всего 25 минут примерно. Так что я думаю, можно его посмотреть. Эта рубрика на самом деле очень интересная. Здесь Утопия Шоу берет какую-то интересную историю, необычную, таинственную, и старается ее по фактам просто пояснить и разъяснить, что как. И еще иногда, ну какой иногда, в основном всегда так и получается, что он ее разваливает просто. Что на самом деле там ничего таинственного нету, и все это просто либо придумали, либо еще что-нибудь. Видео называется «Ты не должен это открывать». Топ Секрет. Не знаю, почему я не должен это открывать. Я уже это открыл. И сегодня мы посмотрим это. Кстати, если вы не видели предыдущие мои реакции на Утопия Шоу, а у меня их уже довольно много набралось, то открывайте соответствующий плейлист, который вы найдете в описании. И в подсказках вам сейчас вылезет ссылочка на этот плейлист. Ну а теперь давайте смотреть Утопия Шоу и посмотрим, чего там топ секретного он нам приготовил. Погнали! Так. Что, поехали? Эта запись была обнаружена в заброшенном загородном доме 28 ноября 2016 года. Те, кто ее сделал, Какая запись? не были найдены. Прикольно. Так, ребят, у нас очень мало времени на этой локации, нам нужно ехать в другие снимать. Суть в чем? Я объясняю просто еще раз. Все делаем как всегда. Твоя задача снимать крупные планы. Крупные планы снимаешь, и света, я тебя умоляю, по минимуму в те места, где должна появиться паранормальщина. Лех, пожалуйста, снимай все вообще, побольше трясучки в камере. Это они что, типа пародию делают на каких-то там охотников за привидениями или еще что-то? Я не понял, потому что, ну, ясное дело, что не могла найтись запись никакая с Утопия Шоу в главной роли. Зритель, он глупый, он не поймет, когда были сделаны склейки. Марина, записывай звук. Действительно. И делай побольше сама вот этих вот шорохов. В общем, пожалуйста, стандартная ситуация, я вас умоляю. Тишина на площадке, я же говорил, что у нас съемка идет уже. Да кто там? Что за бред? Тише, можно? Нет. Нормально, нормально. Это что такое? Какая-то ботва. Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств. Хорошо. Топ Секрет. Ни разу еще не смотрел Топ Секрет на реакции. Вот это будет первая реакция на эту рубрику. Вступление, конечно, длинное, вернее, интро. Как часто вы чувствуете, что человек, которого уже нет с нами, на самом деле еще где-то здесь? Тебя же утащили. Как ты видео снимаешь? Он рядом в трудную минуту, он помогает, а иногда это даже пугает. Я могу сказать на это только одно. Можно хотя бы не всегда подглядывать, как бы личное пространство, не слышали? Всем привет, меня зовут Какое Топ. личное пространство, ты о чем? А это шоу, в котором мы пробуем объяснить то, что обычно объяснить не получается. Охотники за привидениями, умение, да. Нормально. Вера в так называемые блуждающие души встречается у большинства народов. И сейчас это совершенная обыденность в поп-культуре. Взять даже свежий сериал «Академия Амбрелла».
Но не о вере в целом сегодня хотелось Первый бы раз поговорить, слышу. о конкретном случае преследования душой или даже демоном. Вы могли не слышать об этой истории совершенно ничего, так как тренд до нас еще не дошел, хотя это дело времени. Но вы только посмотрите, сколько на зарубежном ютубе собирает то, о чем мы сегодня будем говорить. Ящик Диббука. Что это такое? Что это Ящик такое? Диббука — это, вероятно, одна из самых паранормальных вещей в мире. Это был очень известный рэпер Пост Малон. Если вы тоже не Что? слушаете такую музыку, то просто знайте, такой и есть. Почему он назвал этот ящик самым паранормальным? Да потому что этот ящик его проклял. Для меня эта история началась совсем недавно. В 2012 году киноделы вывалили на свет Божий вот это. В русском Чё это? переводе фильм называется «Шкатулка проклятия». И это неплохая В первый раз слышу. Я вообще про все это в первый раз слышу. комедия на уровне Аннабель или, может быть, даже выше. Это шкатулка с Диббуком. Представители традиционных направлений иудаизма верят в различных духов. Продюсером, кстати, был небезызвестный Сэм Рэйми. Но главное, почему я обратил на эту историю Тоже в первый раз слышу. Кто это такой? внимание, вот эта фраза. Фильм основан на реальных событиях. Ну, вы понимаете мою реакцию во время просмотра. На реальных событиях. Просто здравствуй, просто дела. Согласен. Ну, конечно, да, это такое себе. Если фильм написано, что основан на реальных событиях, там по-любому, как минимум половина это придумано вот сценаристами всякими. Разумеется, я начал изучать. И, блин, хоть это и не популярная история, но я прямо с нее кайфанул. Пристегивайте ремни безопасности от злых духов. Сегодня мы погрузимся в мир полный тайн и кринжа. А давай. Все началось на сайте eBay. Так, не вздумай выключать. С чего вообще взяли, что это все несерьезно? Человек просто захотел продать вещь, которая ему не подходила. И я напомню, что это привело к съемке голливудского фильма. Извините. А почему бы, собственно, и нет? Есть и другие довольно мелкие, вернее, не довольно, а более мелкие события, которые приводят к съемкам голливудских фильмов. Продолжаем. Некий Кевин Мэнис выставляет вот эту коробочку на продажу. Ничем не примечательную на первый взгляд. Ниже он прикрепляет большой текст с описанием, что же это такое и почему он ее продает. Если вкратце, то он является реставратором мебели и на распродаже какого-то дома заприметил некоторые вещи, в том числе и этот, как потом выяснилось, винный шкафчик. Это важно. Ага. Раньше он принадлежал старушке, которая пережила Холокост. Затем бежала в Испанию, где приобрела эту штуку. Неплохо. Ну а потом перебралась в США, где дожила до 103 лет. Но когда ее не стало, родственники решили все добро продать. Внучка этой бабушки завела с Кевином беседу о том, что в руках он держит коробку Диббука. Чё? Он спросил, что это значит, и произошел примерно такой разговор. У меня такое же выражение лица. Я сама не знаю, бабуля говорила никогда ее не открывать и закопать вместе с ней. Но мы не стали. Такие вот мы. Может, Ага. заберете шкафчик обратно? Все-таки память. Да нет, вы что? Вы же его купили. Да ладно, мне не жалко. Представьте, у нас была сделка, но... Оставь ее у себя, тварь! А потом она разрыдалась и убежала. Не хочет открывать, да? Совершенно стандартное поведение, подумал он и забрал шкафчик. Затем отвез эту штуку в свой Совершенно магазинчик и, стандартное. разумеется, открыл посмотреть. Внутри он обнаружил вот эти артефакты, а потом уехал. Через полчаса ему звонит сотрудница в слезах и бросает трубку. По приезду он увидел, что все лампочки взорвались, а сотрудница рыдает в углу. Больше она к работе не возвращалась. Но опять, бывает же, он решил подарить этот шкафчик своей маме, и у нее сразу случился инсульт. После чего она какое-то время не могла говорить. И единственное, Вот так вот, да, вот родителям ты чё даришь? Ах ты негодник что она написала... грязный. Ненавижу подарок. Герой, прямо как в фильмах, оказался настоящим дегенератом и опять ничего плохого не заподозрил. Он отдавал его каждому своему родственнику, но все возвращали подарок. Это что, он сюжет фильма, что ли, пересказывает? Потому что выглядит это реально как сценарий сюжета фильма. И жаловались на то, что всегда воняло кошачьей мочой. И вообще какая-то мистика происходит. Он оставил это у себя и, наконец, понял, о чем все говорили. Его волосы начали выпадать, силы убавляться, а паранормальщины в доме становилось все больше. Неплохо. Поэтому он выставил это на eBay.
Ведь обычно люди так и поступают. Ящик купили, у нового владельца повторились симптомы, и он написал об этом книгу. Достаточно популярную, кстати. Через год после этого выходит фильм. Этот ящик появляется в паранормальных шоу, пугает людей, куча жертв. Ну, вы знаете, стандартная ситуация с чем-то проклятым. А теперь, когда вы знаете Стандартная ситуация с заранее написанным сценарием. предысторию, встает вопрос. Что за срань тут происходит? Почему совершенно стандартная история про демонов вызывает безумный ажиотаж, вплоть до голливудского фильма? Потому что это таинственно. У-у-у. А все потому, что это далеко необычная история про демонов. Я обещаю, закулисье этой истории будет намного интереснее, чем оригинал. А давай. Интересно посмотреть, что же тут такого Логичным будет необычного. начать рассказ с того, кто же такой Дибук и существует ли вообще такое слово. Обычно на этом заканчивается большинство паранормальных историй, потому что психи, которых придумывают, элементарно не могут продумать все остальное. Но это Мгм. не тот случай. Дибук не выдумка. Он реально существует. И По что крайней это? мере, евреи в него верили, что подтверждается учениями мистика Исаака Лурия, который в 16 веке описал переселение душ, а его ученики уже добавили туда Дибука. Это, по сути, беспокойная душа, блуждающая между небом и землей, которая захватывает тело жертвы, вызывая неконтролируемые мысли и действия. Мгм. Одержимость, если вам так удобнее. И это бы Понятно. осталось на уровне древних баек, пока один фольклорист в 1916 году не написал пьесу об этом, которую перевели на другие языки. Последовали театральные постановки, а затем ранние экранизации. И пошло-поехало. Книга, голливудские фильмы с его упоминанием, бесконечное количество телешоу, которые ищут призраков. Ну, в общем, вы понимаете. А раз Дибук не выдумка, то все это может быть реальным. Последний раз спрашиваю. Верите в демонов? А, собственно, А чё в них мерить, если демоны в том, по крайней мере, в том виде, в котором их представляют, это, скорее всего, просто какая-то другая раса, которая либо в другом измерении живет, либо с других планет, почему бы и нет. Почему демоны? Ну, способности у них есть. Тут как бы ничего паранормального вообще нету. чего я ждал? Вы прекрасно знаете, куда попали, поэтому нет смысла попусту нагнетать. Ну да. Читаю я, значит, полную историю, и закрадываются некие сомнения в реальности происходящего. У бабули погибла вся семья, родственники, дети. И в следующем же предложении читаю, что коробку продала внучка этой бабули. И я такой, Чё? меня где-то пытаются наебать, хотя, может, она Да. нашла себе новую семью потом. Просто Да. забавно все это видеть в двух предложениях. Но нам сейчас важны все несостыковки. Википедия в очередной раз подвела и просто пересказала историю. Так что, как всегда, нужно найти первоисточник. Блин, чего ты от Википедии ждал? Чтоб там, что ли, какие-то научные исследования проводились или чё? И я выяснил, что как и в мифологии, так и в поп-культуре неизменным оставалась одна очень важная деталь. Если упоминался Дибук, то всегда речь шла о душе, которая вселялась в другого человека, а не вселялась в предмет. Это очень важно. Дибук не мог кочевать от одного неудачника к другому, как нам рассказывает история. Шкатулки с дибуками делали, желая зло посадить под замок. Ты серьезно? Но Ага. это далеко не все несостыковки. Дьявол, как мы знаем, кроется в мелочах. Поэтому он вселился в этот мелкий ящик. Мгм. Главное музычку вот эту-то вставить. У-у-у. Ранее я упоминал, что это винный шкафчик, купленный в Испании, да? Но он действительно мелковат для вина. Такие шкафы выглядят плюс-минус вот так. А все потому, что это Невинный шкафчик. не винный шкафчик. Он не виновен, там не было вина. На этом закончим. Разоблачение уровень гнида. Нет, правда, очень важная деталь. Конструкция такого шкафчика была запатентована только в 1957 году Робертом Карофом. И вино тут было ни при чем. Это был мини-бар, где в комплекте были бутылки для скотча, виски, бурбона и водки. Дибук в сделку не входил. И что самое главное, продавался он исключительно в США и Японии. Ну и да, Во. было много разных версий. И теперь риторический вопрос. Как такой шкафчик оказался в Испании сразу после Холокоста? Вот это реальная мистика. Как?
Может, потому что его там не было? Док, я на месте, но я ничего не вижу. Она же стоит прямо на лестнице. А, в этой шкатулке ключи от машины времени, да? Чем ты слушал все это время? Это и есть машина времени! Не подскажете хороший дом престарелых? Закладываются уже нехилые сомнения в том, что эта история Да. настоящая, но доказательств слишком мало, а дальше больше. Есть такой персонаж Зак Баггенс. У него есть много паранормальных шоу, в которых он постоянно встречается со всякой чертовщиной. И, разумеется, находится на волоске от смерти. Знаем мы всю эту вашу чертовщину. Кто умеет монтировать, может за полчаса сделать. Ну, хотя, может и дольше, но все это делается в монтаже. Мы, в свою очередь, находимся на волоске от смеха. Ведь то, что там происходит... Вау. В одном из выпусков про ящик Дибука он зовет первого владельца шкафчика и отправляет его в подвал, чтобы тот через столько лет встретился с ним один на один. Мгм. Тот, разумеется, сразу его открывает, Мгм. что делать категорически нельзя. И Мгм. тут происходит реально криповая фигня. Он уходит в угол и начинает читать страшное стихотворение про теневого человека не своим голосом. Light from the hallway crept into my room, Мгм. along with the Shadow Man too, I assume. Never before had I seen such a form that could change the candle's flame licks in a storm. Свет начинает мигать, а он после этого ничего не помнил. Рейтинги шоу Пока что не вижу ничего здесь паранормального. Модулятор голоса, программы для обработки голоса, правильная съемка, вовремя подобранные мигания лампочек. Все, сценарий. до небес, паранормальщина, снятая на камеру. И да, это пугает Да, людей. да. Паранормальщина. Есть секретное оружие. Хакерман, я вызываю тебя! Что? Нет. Что значит нет? Ты же дебил? Это что такое? Взломав интернет, мы узнаем, что Кевин Мэннис не только реставратор мебели, как нам говорили, но еще и писатель и даже поэт. Какая разносторонняя личность. Жаль, что с логикой у него проблема, ведь так облажаться надо еще постараться. Шоу выходит в 2016 году. Так. Но в 2012 году на сайте, где каждый может выложить свое музыкальное творчество, мы находим вот это. Это его страничка, где есть трек, который называется Shadow Man. Я его купил, так что моя совесть чиста. Давайте сравним. The light from the hallway crept into my room, along with the Shadow Man too, I assume. For never before had I seen such a Пожалуйста. form that could change as a candle's flame licks in a storm. Light from the hallway crept into my room, along with the Shadow Man too, I assume. Never before had I seen such a form that could change the candle's flame licks in a storm. Это просто его старое стихотворение. Но выдается это как будто... Ожидаемо. Не взяли... Не, то есть он сам прочитал свое стихотворение, они его чуть-чуть обработали, сделали голос пониже, чтобы было потаинственнее. И все, и сказали, что это призраки. Этот демон захватил тело и устроил конкурс чтецов. Вы, Да. конечно, извините меня, но почему нельзя было придумать новое стихотворение по такому поводу? Почему все вокруг держат нас за конченых дебилов? Забавно, что именно мракобес Ну, блин, я не хочу, конечно, никого обидеть, но, как показывает практика, большинство людей, примерно 80% такие и есть. Так что, ну, как-то так. Они в это верят. Местная программа помогает в расследовании. Это как, знаете, пафосно плюнуть против ветра и попасть себе в лицо. Но это не единственная их ошибка. Взгляните на крупные кадры этого ящика. Так, и что тут? Ничего удивительного. Это просто вещи, которые были внутри коробки. Что тут подозрительного? А теперь посмотрите на вот эту фотографию ящика, которую выставили на eBay изначально. Вас ничего не смущает? Ну, не знаю. Вроде нет. В каждой программе, где показывают проклятый ящик, главный артефакт отличается. Что тут, мать вашу, нахрен происходит? Да, вы правильно начинаете понимать. Шоу, которые снимали эту коробку, снимали копию этой коробки. Вот это поворот! Никогда такого не было, и вот И опять. всех вещей, которые внутри. И сейчас будет сюжетный твист. Эту копию сделал человек, который написал книгу.
Он вставил палку себе в колесо, а у него даже велика не было. Да, По забавно. его словам, даже копия коробки, которую он сделал сам, обладает силой. Я не знаю, что может звучать еще тупее. Ну, я даже и не знаю, после пол-литра там не только силы появятся и демоны. Что-нибудь другое может вылезти. Это что? Ну что, взяли? Неплохо. Да, взяли. Я надеюсь, оригинал. Нет, копия. Бетти, я тебе говорил, это все твое воспитание. Не сваливай все на меня. Смотришь, ты вообще приемный. Не смей с ним так разговаривать. Иди к черту. Да. Кстати, эту копию должны были использовать в фильме, но что-то сорвалось, и там даже форма другая была. Создатель книги и по совместительству бывший владелец коробки Джейсон Хэкстон, как вы уже поняли, сам того не подозревая, является одним из разоблачителей. И не только потому, что подставил всех с копий. Он встретился с первым владельцем Кевином и попросил его показать дом, где была куплена коробка. Ну, типа для расследования. Но тот забыл, где это место. Забыл, где место, в котором он купил вещь, которая потом ему нервы трепала столько времени. Ну да. А голову-то дома не забыл Кевин. Плюс ко всему, он был из еврейской семьи, и его заявление, что он впервые слышит про еврейский фольклор, просто бессмысленно. Да, И все это было написано в действительно. книге. Вот и сказочки конец, скажете вы. Разоблачено. Да нет. Автор книги, вопреки этому, утверждает, что она все равно магическая. Ага. Лечит людей. И Магическая. копия коробки, как вы уже поняли, тоже. Кстати, трава тоже, похоже, действует. После нее тоже все магическое. Да. У меня было такое же лицо. Получается, изначально история выдуманная, но каким-то образом коробка все равно сдерживала духа. Как насчет дать этому человеку Нобелевскую премию в области, ну не знаю, Омской области, может быть? Что за выпердыш я сейчас вообще прочитал? Но вернемся к суперизвестному телешоу и как с этим связан Пост Малон. Они, как оказалось, с Заком Баггансом хорошие друзья, а поэтому грех не позвать его в передачу. Стоят они около этого ящика, дергаются от каждого пука, Зак касается закрытой коробки, Пост Малон трогает Зака, и они убегают. На этих кадрах вы можете наблюдать уникальный случай передачи «Проклятие». Мой самолет чуть не разбился. Я попал в аварию. Мой дом ограбили, и у меня следы укусов на руке. Его нелегкой судьбе можно только посочувствовать. Вы только представьте, экстренно посадили самолет, попал в аварию без царапин, ограбили дом. Жаль, что он забыл добавить, что это дом, в котором он уже давно не живет. Ой, вот это поворот. Сдается мне, проклятие должно немного не так работать. Но версия с демоном звучит невероятно убедительно, конечно. А поэтому Пост Малон официально тот самый человек, который внес огромную лепту в популяризацию паранормального. Этот рэпер был из тех, кто просто любит паранормальное. Неплохо. Получается, Зак Багганс не очень-то и хороший друг, раз присел на уши доверчивому Пост Малону и заставляет его верить во всякую дичь. А вообще это очень забавно видеть, как взрослые бородатые мужики сыкуют зайти в комнату с мини-баром и начинают орать: спина болит, в меня втыкают ножи, мне страшно, в меня вселяется демон. Они падают. Думали, что я утрирую, они там начали толкать друг друга, типа в них вселяется демон. Они даже коробку не открыли еще. Актеры, у которых... Я так без всяких демонов тоже могу. Еще нет Оскара, да и вообще не будет никогда. Пацаны, можете не париться, в сети куча фоток, где коробка открыта. Фотографы, владельцы, исследователи, все открывали ее и что-то особо как бы не парились. Ну да, извините, они же не делали из этого контент. Вот ответ на вопрос. Просто из этого делают контент. Все. Жуткое и опасное место. Не, ну мне на самом деле понравилась вот эта вот вставка, которая в начале была, как он закосил под этих, как их, шоу паранормальное его. Чувствуется энергетика вот эта. Плохая энергетика. Энергетика плохая, да. Вы только посмотрите на это. Фу, Зак, какого черта? Что, Зак, бесстрашный, да? Нормально. Да.
Ну чё, призраки где? Все, он проклят. Это призраки заставили его упасть. Я так и хотел. Ау. И там 20 сезонов этой херни, не считая спин-оффов. Да это же рай для меня. Надо все пересмотреть. Это В да. общем, эта команда абассанцев сделала поистине нечто ужасное. Так как история сильно расфорсилась, на это обратили внимание ютуберы. Вот это поворот! Вы только посмотрите на эти просмотры. Все эти люди открывают ящики дибука, которые купили на eBay. И, разумеется, все они прокляты. Могу тоже свою, кстати, продать. Там живет бибук. Стоит мне... Братан, за такую стоимость, сколько он стоит, он, как я посмотрел, я тебе сам с десяток сделаю, короче, и продам. Покупай, там по-любому призраки есть. Леон, ссылка в описании. Никому не говори, что эту ключницу я вчера купил. Да. А это что такое? Да, Да что так громко? мы нашли его. О, господи. Серьезно? Где? На eBay. Ага, я просто сейчас на лыжах докатаюсь, тогда и отправлю. А, ясно. Да, все. Ага, до свидания. Ну нормально, нормально. Не будем издеваться. Всем же понятно, что это смотрят только потому, что люди любят что-то необъяснимое. Прям до трясучки. Но что самое главное, Да. они не видят разоблачения. Они не подписаны на журнал Skeptical Enquirer, который занимался львиной долей разоблачения. И мы тут как раз для того, чтобы я в легкой, иногда дурацкой, для кого-то даже кринжовой форме показал это максимальному количеству человек. Так что если этот тренд дойдет и до нас, вы будете знать правду. Я знаю, все. По итогу мы От видим души, кучку кстати. людей, которые всеми способами пытаются выдавить максимальное количество денег. Я только вот могу сказать, что, как правило, те, кто заинтересованы в подобных паранормальных темах, они не смотрят там утопия шоу и всяких разоблачителей, потому что им это не интересно. Из ящика с демоном. Они врут, играют на камеру, выдумывают новые подробности и противоречат сами себе. А если с ними и случаются беды, то точно не от того, что они прокляты. Но люди всегда будут находить связь между собой и чем-то необъяснимым, потому что просто не могут принять тот факт, что в жизни случаются неприятности, и от этого никуда не деться. Или что они рукожопы. Тоже вариант. Но вопрос-то в чем? Не возникает сомнений в фейковости этой истории, придуманной писателем чисто по фану, а распространилась она благодаря доверчивым, достаточно известным людям. Но что делать с настоящим дибуком? Не просто же так о нем писали столько веков. На самом деле корни всего этого начинаются с Библии, где упоминается злой дух. И есть мнение, что это попытка описать сильную депрессию, к чему приходят даже раввины. То есть люди, которые этого злого духа должны как бы изгонять. И многие из них на самом деле не думают, что есть какой-то демонический дух дибук. Одержимость им скорее психическое заболевание, которое нуждается в помощи врачей, а не экзорцистов. Экзорцизм — это... Очень жду, когда мы снимем об этом выпуск. Ведь мы рано или поздно сделаем выпуски «Беды с башкой» паранормальном. Но какой нужно сделать вывод из этого видео? Людей легко обмануть. Да. Кто бы мог подумать, да? Есть такое Но лично дело. я каждый раз удивляюсь. Люди выдали мини-бар за ящик с демоном, который всех убивает. И при этом сами сделали все для того, чтобы их разоблачили. При этом по классике умирают все, кроме главных героев этой истории. Везунчики. Но мы для удобства будем называть их... Ну да, повезло, а чё? Повезло же, все нормально. Шоуменами. Спасибо за просмотр. Не забывайте про наши соцсети, если вам интересно наблюдать за бэкстейджем наших съемок. Дальше больше. Но, хоть я и скептик, невольно проскакивает одна мысль. Несмотря на то, что все это скорее всего неправда, есть ли вообще хоть что-нибудь такое, чего мы не можем объяснить? Конечно, есть куча разных вещей, которые мы не можем объяснить. Но если мы их не можем объяснить, это не значит, что они паранормальные. Это просто вещи, о которых мы еще не знаем. Либо эти вещи скрываются. На самом деле много таких вещей, которые скрываются от людей. Чё? Конечно. Хотелось бы верить, но верится с трудом. О пришельцах тут вообще речи не идет, как бы.
Зачем в них верить? Ну, живут они на других планетах и живут. Все, что ли? А, не все, вот там еще что-то есть. Давай посмотрим. Так. Слушай, из этого можно новый трендовый клип снять. Вот, чисто вот в трендах будет реально, да? Да. Даже и не сомневаемся. Да. Нормально. Нормально. Ребят, а где Майкл? Какого черта? Какого черта? Что происходит? Что происходит? Чё? Говорит такой. Чё? Блин, Это ну запись. поссать это шоу, что тут можно сказать еще? Ой-ё. Ну хороший видос, мне понравилось. Не зря посмотрел на реакции. Так, ну что можно сказать? Естественно, как я уже сказал, все вот эти вещи, они 99% просто придуманы для контента. Так все и есть. Именно так это и происходит. Как он правильно сказал, людей легко обмануть, 80% просто по статистике. Это не какая-то попытка кого-то там обидеть или оскорбить. Это статистика, просто статистика. 80% людей ничем не интересуются, хотят верить во всякие тупые вещи, их легко обмануть и прочее. Наивные там и все дела. Им просто неинтересно думать головой. Вот им все. А на самом деле вот, на них все и рассчитано. На эти 80%. И те, кто вот это придумывает, все вот эти шоу, они просто бабло лопатой гребут. Вот и все. Ничего тут необычного нет. Все делается для бабла ради контента. Все. Ну а остальной 1%, который можно списать на реально неизвестные какие-то или необъяснимые вещи, то это просто какие-то вещи, которые человечество еще не знает, либо знают, но эти вещи скрываются. А таких тоже, кстати, немало. Даже больше, чем вы думаете. Когда-нибудь, конечно, они раскроются, но это уже совсем другая история. И явно это будет не в ближайшее время. Но с вами был V92 и реакция на новый видос Утопия Шоу под названием «Ты не должен это открывать». Топ Секрет. Всем удачи. Пока.